Привет! Сегодня будет сочетание всего того, что я так люблю. Проект все-таки лесной и цветочный, но, как вы видели уже в заставке, эти буквы словно льдышки. Это как будто бы весна пробивается сквозь зиму. Создание любой вещи начинается с идеи, и идею для этого панно, таблички, не знаю, я подчеркнула вот из этой картинки. Вообще тема с буквами и сухоцветами стала довольно популярной, и это вполне объяснимо, это выглядит очень красиво. Но я же решила доработать это немного. Огонечками. Кстати, можете больше не скидывать мне фотографии больших букв из эпоксидки с сухоцветами. Такая форма у меня уже есть, и летом я точно что-нибудь из этого сделаю. Я на Алиэкспрессе купила тонкую гирлянду с огонечками по типу той, что вы часто видите у меня на фоне. Она очень удобна на батарейках, но я взяла не такую длинную, как здесь, а всего лишь 2 метра, там, по-моему, 20 огонечков, и это классно. Но единственный ее минус в том, что между огонечками очень большие отрезки провода, и для букв это много. Поэтому я попросила друга мне помочь. Мы решили ее просто разрезать и перепаять. Прежде чем заливать, нужно было проверить, работает ли вообще мой план. И да, все продолжило гореть, когда мы укоротили провода. Значит, можно приступать к буквам. Я в кулинарном магазине во Франции купила вот такие силиконовые буквы. Некоторые уже начала заливать, вот. На Алиэкспрессе тоже есть алфавитные формы, например, вот такую я там брала, она глянцевая внутри. И здесь удобно то, что здесь каждой буквы по 2, но шрифт немного отличается. Я из нее делала вот эту свою первую табличку, вы наверняка видели у меня ее в старых видео. Ссылки на все, как всегда, будут в описании. Эпоксидной смолы мне здесь надо немного, потому что буквы я буду заливать не целиком. А потому буду замешивать смолу в стаканчике из набора. Наливаю смолу, потом отвердитель, перемешиваю и оставляю на некоторое время для выхода пузырьков, а пока подготовлю цветы. У меня их на этот раз довольно много, где такие взять, тоже, конечно же, напишу в описании. Кто давно смотрит мои видео, многие из этих цветов вам уже наверняка знакомы. Техника работы очень проста. Я заливаю буквы смолой наполовину и выкладываю сухоцветы, а потом оставляю до полного затвердения смолы. После можно приклеивать огоньки. Наши первые пробные отлично закрепились в буквы с помощью УФ-смолы. В дальнейшем я планировала еще раз заливать буквы эпоксидкой, чтобы лампочки были прямо внутри, поэтому буквы из формы вынимать я не стала. Согласно своему плану, я разрезала всю гирлянду на лампочки и стала вклеивать их, чтобы потом спаять, правильно рассчитывая длину проводов между буквами. Так я постепенно заполняла буквы гирляндой, и у меня было ощущение, что со стороны это выглядело, как если бы я собирала плату, такую зелененькую. Только в моем случае это была силиконовая форма, смола и фонарь. Для надежности я даже отправила все это потом сушиться в лампу, чтобы уж наверняка все закрепилось. И мы даже начали спаивать. Правда, это было довольно непросто. Позже объясню почему. В определенный момент мы решили попробовать, все ли работает, но не тут-то было. Мы совершенно забыли, точнее, я-то вообще не подумала об этом, что у проводов разная полярность. То есть в гирлянде есть два провода. Один плюс
Другой минус. Если перевернуть или случайно перепутать, ничего гореть не будет. Это был наш случай. Просто глядя на провода в данном случае, полярность не определить. То есть все, что я вклеивала в буквы, все, что мне друг старательно спаивал, можно было отдирать. Хорошо, что я использовала УФ-смолу, которая не отличается смертельной хваткой. Мы начали понемногу собирать огоньки в гирлянду так, чтобы они горели, но потом я решила, что будет намного проще, если я просто возьму новую гирлянду и не буду ее резать. Эти 2-метровые гирлянды стоят чуть больше $1, правда, вторая была заготовлена у меня для другого проекта, но ничего, подожду еще одну с Алиэкспресса. Я приклеила все огоньки на УФ-смолу, не разрезая гирлянду, и на этот раз я не просто делала капельку смолы для каждой лампочки, а дополнительно наливала больше смолы для надежности на всю заднюю поверхность буквы. В конце все для пущей надежности просушила в лампе минут 5. А потом мы стали делать деревянную основу из фанеры. Я на глаз прикинула, какой размер я хочу, и по линейке очертила прямоугольник. Получилось 20 на 8 сантиметров. С помощью отрезного диска Дремеля я отрезала это. Не очень ровно, правда, но шлифовка это исправит. Подравниваю края, делаю гладкими обе стороны и сглаживаю углы. После было решено еще сгладить углы, и мне мой молодой человек показал, как лучше это сделать. Вот такие яркие буковки и вот такие гладкие уголочки. Теперь все надо соединить. Батарейки для гирлянды я собиралась крепить сзади, поэтому мне надо было сделать небольшую дырочку для провода. Положив основу на толстую силиконовую форму, я с помощью дремеля сделала узенькое отверстие. И да, учитывая толщину фанеры и длину моего сверла, я знала, что не испорчу ни силиконовую форму, ни стол. Ать! И дырочка готова. Дальше берусь уже за хорошо знакомую вам морилку. Она не имеет запаха и подходит для внутренних работ. Для удобства прокрашивания краев я положила свою заготовку на всю ту же силиконовую форму. Когда лицевая сторона высохла, я покрасила и заднюю часть. После нужно было просунуть провод в отверстие, а для этого провод надо разрезать. Ну и сразу спаять все обратно. Помните, я говорила, что эти провода тяжело поддаются спаиванию. Это связано с тем, что они покрыты каким-то защитным лаком. Ведь у нас есть два провода с разной полярностью, плюс и минус, и с постоянным током внутри. Постоянный, потому что батарейки, а переменный ток у нас где? Правильно, в розетках. Микроурок физики от Маши. И если два этих металлических проводочка пересекутся друг с другом, коснутся непосредственно друг друга, будет короткое замыкание, а это вещь опасная. Именно поэтому проводочки в проводах изолируют друг от друга с помощью резиновых или полимерных оболочек. Но здесь же этого нет. Точнее, мы просто этого не видим. И вот из-за этого лака, или не знаю что это, провода появятся непросто. Поэтому для спаивания этот лак надо снять. Мы его просто сжигали по сути, оголяя провода. И вот можно прямо увидеть, как этот лак плавится. Затем я проверяю, какой провод к какому надо будет подключить, соблюдая полярность, чтобы гирлянда горела, и можно спаивать. Провода скручиваются между собой, и потом для надежности и для обеспечения лучшего контакта покрываются расплавленным припоем. Вот этой проволокой, которая легко плавится. А для того, чтобы припой лучше приставал к проводам, используется канифоль. Вот та штука в желтой баночке.
Я паяла первый раз, насмотревшись, как это делает друг. Плюс припой никак не хотел нормально ложиться на эти провода даже у моего молодого человека до этого. Поэтому не обессудьте. В итоге результатом лично я все равно была довольна. Ведь главное, чтобы все работало, а аккуратность тут – это вопрос практики. Провода у нас тут находятся после батареек, но до диодов, поэтому во избежание короткого замыкания очень важно было их изолировать друг от друга. Тут мне помогла все та же силиконовая форма и УФ-смола, которой я покрыла проработанный участок провода. Дальше возвращаясь наконец к буквам. Длиннющие провода между ними надо было скрутить и завернуть под буквы, чтобы получилось вот так. А последняя буква А у нас осталась спаянной еще от первой гирлянды. Поэтому тут тоже я изолировала провода тонким слоем УФ-смолы. Здесь, кстати, это получилось намного лучше уже. Дальше сворачиваю провода под букву, и это все можно приклеивать. Для этого надо понять, с какого места начинать, чтобы надпись была по центру. И потом можно сажать буквы на горячий клей. Чтобы ничего не съехало, приходилось дожидаться остывания клея под каждой буквой, и только потом переходить к следующей. Буквы так смотрятся действительно как льдинки, но мне совершенно не нравилось то, что провода было видно. Можно было, конечно, очень заморочиться и сделать много-много дырочек и просовывать провода в них на другую сторону, даже не разрезая их, и там закручивать, но я решила воспользоваться своим неотъемлемым атрибутом лесных проектов – мхом. Благодаря нему буквы в итоге были просто намертво приклеены, точно так же, как в травнике, по сути. Но вот этот их вид льдинок, мне кажется, немного потерялся. Они, в принципе, немного потерялись, но зато гореть стали четче. Но да, это был тот случай, когда я сомневалась, правильно ли я сделала, добавив мох. Мне оставалось закрепить провод сзади, чтобы не дернуть его случайно, и приклеить коробку с батарейками. Провод я свернула и просто закрепила скрепкой. Правда, сначала я приклеила коробочку очень низко и в итоге переклеила ее по центру. А провод на скрепке остался для того, чтобы коробочку можно было снять для замены батареек. Так что вот такая табличка у меня получилась. Она, наверное, не видно, потому что она очень яркая. И в целом я ею очень-очень довольна. Поэтому, надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. А я вас вот так вот люблю. Пока.